Всем здравствуйте, мои дорогие подписчики, уважаемые гости канала. Я очень рада делать для вас этот расклад сейчас. Хочу затронуть тему для моих дорогих слушательниц, для моих дорогих девочек. Тема расклада будет «Будущий муж». Давайте сейчас будем рассматривать, кто он, да, кого вам дает судьба, когда вы встретите, где встретите, каким человеком будет этот человек. Если вы уже были замужем и сейчас в разводе, тогда будут ли еще, да, будет ли еще замужество. Вообще, как вы узнаете и знакомы ли вы с этим человеком? Давайте смотреть. По традиции будет 4 варианта. 4 варианта. Так, сейчас. Вы можете выбрать по конфеткам. Ух ты, у кого-то будет денежный. У кого-то прям успех, удача прям идет. Финансово стабильный человек. Либо уже у кого-то этот человек есть на примете, кто сейчас смотрит меня, да, который еще и безумно будет любить. Хорошо. 4 варианта, мои дорогие. Давайте будем и карты выкладывать тоже. 4 варианта. Вы можете выбрать по картам, по конфеткам, либо по тайм-коду, который будет внизу в ссылках описания этого видео обязательно. Итак, первый вариант. Вот такая зеленая конфетка. Второй вариант – оранжевая конфетка. Третий вариант – красная. И четвертый вариант – желтая. Цвет гармонии. Желтая свечка и желтая конфетка. Это классно. Хорошо, я выписала себе здесь тему расклада для того, чтобы не забывать, когда в потоке человек забывает порой, да, о чем вообще была тема расклада. Так, хорошо, давайте тогда приступим к первому варианту. Я думаю, что было достаточно времени, чтобы выбрать. Если кому-то не хватает времени, вы спокойно можете сделать паузу и выбрать тот вариант, который больше будет вас притягивать, да, который вам больше будет нравиться. Всегда прислушивайтесь к своему подсознанию, потому что подсознание никогда не обманывает, да. Отлично, я думаю, каждый сделал свой выбор. Итак, мы переходим. Первый вариант. Такая зеленая конфетка. Будущий муж. Кого судьба посылает для моих дорогих единичек, моих красавиц? Рыцаря Пентаклей. Угу. Так, давайте смотреть. Раскроем карту. Первый, да, вопрос. Кто он вообще? Какой он человек? Помните, я в начале, если кто не смотрел, обязательно перемотайте вперед и послушайте, потому что некоторые переходят сразу по тайм-коду. Я сказала, что у кого-то идет финансово стабильный такой успех, да, для кого-то человек денежный. Не зря, да, зеленая конфетка, цвет денег. И здесь 2 карты пентаклевые. Человек стоит на своих ногах, человек любит свою работу. Человек работающий, да, сразу скажу, может быть, имеет какое-либо свое какое-то дело, либо очень хороший сотрудник, который то есть он работает не на одной работе, у него несколько, да, сфер работы, несколько сфер деятельности, в принципе. Человек, который любит деньги, да, он стремится к богатству, он стремится к благополучию. Он такой человек, который будет хотеть постоянно еще больше и больше и больше, да, вот как-то вот так вот. Что еще? Человек, скорее всего, заморский, так хочется сказать. Человек, скорее всего, не из той местности, где вы находитесь. Он может быть из другого города, либо из другой страны, либо вообще из другой местности, да. То есть человек, знаете, еще как проигрывается? Это то, что может быть вот как в вашей местности, да, допустим, как вы зарабатываете, ну, как у вас мужчины, да, зарабатывают, он намного больше них зарабатывает. Почему? Потому что в сферу своей географической расположенности, например, от того, где он находится, понятное дело, что у него доход, да, как бы не отличается сильно, то есть отличается от того, где вы сейчас находитесь. Здесь, скорее всего, где-то вот вдалеке, где-то от вас подальше.
Человек, знаете, такой, знаете, постоянно себя а, обнуляет, да, вот так вот сказать по-дураку. То есть человек, который никогда не держит вот это вот застоев у него нет, да, такой живчик энергичный. Но вот немножко он медленный, конечно, немножко медленный. В каком смысле? Он обдумывает все четко, все сначала, все как бы расставит, такой стратег, да, он не торопится, не торопливый абсолютно. Вот такой вот человек, его общая характеристика, да. Теперь второй вопрос. Когда и где вы встретите? Когда и где и при каких вообще обстоятельствах вы его встретите? Вы встретите его по судьбе в любом случае, но когда вы встретите его? Знаете, это может быть какое-нибудь торжество, либо какая-то свадьба, либо день рождения чьего-то, да. Вот кто-то где-то какой-то праздник, может быть, какой-то праздник, где вы его... Праздник, где устраивают ваши родственники, да, вот так сказать. То есть куда-то вы пойдете, и вы там можете увидеть. Это первый вариант. Буду несколько вариантов сейчас рассказывать. Второй вариант. Это когда у вас... какой-то, вот знаете, разлом в жизни произойдет, как-то вот вам хреново вообще, хреновенько так станет, да, и вы пойдете куда-нибудь, может, в бар, может, в кафе, ресторан, куда-то, и вот, как говорится, за барной стойкой, да, за чашкой кофе или там еще чего покрепче, у вас завяжется разговор. То есть вы его встретите по судьбе, это предначертано, то есть когда, где вы встретите, это вот такое, да, то есть где будет общество, где будут люди, где вы будете не одни. Когда вы его встретите? Где-то от 3 до 5 месяцев, мои дорогие, но вот у вас как будто бы сейчас в жизни что-то не ладится. Давайте посмотрю все-таки, да, что у вас в жизни. Вы сейчас в состоянии депрессии, может быть, одиночества, может быть, какого-то состояния, где вам очень тяжело, да, вы уже долго в этом состоянии находитесь. Может быть, у вас были какие-то предательства, треугольники, вы ушли, да, от предательства, либо вы узнали о треугольнике, о том, что у вашего любимого человека, кроме вас, еще есть, да, другой человек. То есть вы здесь, знаете, отвернулись и ушли. И вот как ушли, так и застряли в этом состоянии, и вы как-то вот особо и не хотите, а любви-то как хочется. О, как сильно хочется любви. Но вот вы застряли, да, то есть вы не собираетесь, ну не то, что не собираетесь, а вы даже думаете, все нормально, я вот так и буду и висеть, да, как бы вы особых усилий-то и не делаете, да, и поэтому уже Вселенная сама взяла в руки всю ситуацию, потому что смотрит, да, вот вы как висели, так и висите, и ничего делать не хотите. И тут Вселенная сама такая: здравствуй, ну, дорогая, сколько можно, давай выходи из этого состояния. И вот как-то вот судьба вам подкинет этого человека, и у вас разговор завяжется, причем активный сразу, да, то есть вы как-то быстро начнете общаться. Вот. Так. Ну а как вы вообще его узнаете, да? Если вот, допустим, ситуация, где много там родственники, там свадьба или церемония или торжество какое-то, да, там много же людей могут быть, и к таким моим девочкам могут как бы обращать внимание не только один мужчина, да, так сказать. Поэтому давайте посмотрим поглубже внешность, да, не знаю, как вы его узнаете вообще, как вы его узнаете. Но он такой, знаете, вот я же говорю, 2 туза, да, на него падают. То есть он такой самоуверенный, он высокий, может быть, да, высокий такой, ну, такой, вот как самец, хочется сказать. Ну, такой мужчина, да, вы его сразу заметите. Он может быть как-то вот любить что-то официальное, да, знаете, совмещать классическое со спортивным, да, не знаю, костюм или смокинг там с кедами, да, с кроссовками, ну, как-то так, то есть что-то совмещать, и у него здоровски получается, он такой активный живчик такой, да, который, если вот что-то увидит, нацелится, он будет этого добиваться, и он возьмет это
в любом случае, да, если он что-то захочет. То есть, как вы еще его узнаете, какая у него будет внешность? Он немножко будет даже вас пугать. Вот так вот скажу. Немножко, как будто бы вы даже будете бояться его, может быть, напористости, его... Вот знаете, здесь такое состояние, как будто у меня девочка очень давно не общалась вообще ни с кем. А может быть такое, да, что вы вот давно уже ни с кем не общались, и как-то у вас такой застойчик, да, в жизни, в плане того, что вы как-то сильно ушли в себя и сильно переживаете, и когда вот кто-то с вами заговорит, вы такая, что? Ты со мной говоришь? Как это так? Это вот как-то даже такое состояние может быть, что неужели такой вот красавчик, да, так сказать, мужчина такой самец, заговорил, и вы как-то будете даже устрашаться, да, типа, что как бы... Он весельчак, он любит веселиться, он семейный. Вот как вы его узнаете, у него будет семья, да, вокруг. Но знаете, семья, скорее всего, может быть, он сильно будет привязан к своей матери, но сразу скажу, что я здесь не чувствую такого, что вот как, знаете, нет, не чувствую то, что вот это мое, да, все, мой сын там или мой брат и все. То есть такого я не чувствую. Здесь как-то вот, знаете, такие добротные отношения, хорошие отношения между родственниками, и он привязан к своей семье, он любит веселье. Он такой, знаете, живчик, да, вот это слово вот с самого начала у меня идет, такой озорной, не знаю, как-то вот, сколько ему? Он может быть возрастом, может быть меньше вас, может быть на года 2, да, вот так вот, то есть он может быть меньше, может месяца 2. То есть и вы будете даже, почему еще, да, вас будет настораживать, что типа у вас всегда были мужчины взрослее, а тут парень, хотя он выглядит намного старше своего возраста, и он такой, может быть, как-то есть даже немножко борода, да, вот как-то так. То есть здесь мужчина, который будет выглядеть чуть старше, и он вас настораживает, какой-то страх у вас будет. Либо вы детективов начитались, либо вы насмотрелись разных там фильмов, и так далее, потому что у вас есть сильный страх. У вас есть сильный страх того, что, типа, чего тебе надо вообще, да, что ты пришел сюда. А он пришел для того, чтобы для того, чтобы завершить ту трансформацию, которую вы проходите, да, вот по карте повешенного, то есть и смерти. То есть та трансформация, в которой вы находитесь уже очень долгое время. Я даже не побоюсь этой цифры, знаете, где-то около 7 лет. Может быть, может быть, последнее течение 7 лет у вас не было никаких отношений серьезных, да, не скажу, что там вот это вот, ну, как бы, буду говорить серьезные отношения, то есть у вас, может быть, очень-очень долго уже нету серьезных отношений, и вот как-то какой-то страх у вас будет, что типа, что, да, зачем тебе вообще я? Ну, как-то, знаете, здесь самооценка тоже у вас немножко подшатанная, вам немного надо себя привести. Вы такая золотая у меня, вы красавица, вы супер, но вы знаете, как будто бы вот вы вот висите, да, ну нельзя так, нельзя. Нужно выходить из этого состояния, нужно как-то по-другому на все смотреть и понять. Посмотрите свои старые фотографии, посмотрите, когда вот вы там пару лет назад, да, вы были, может быть, вообще по-другому, да, у вас приоритеты в жизни были другие абсолютно. Дорогие мои, почему я так говорю? Потому что многие смотрят расклад, и здесь могут быть разные, да, люди. Поэтому если что-то с вами не резонирует, это не означает, что весь расклад с вами не резонирует, да. Что-то может идти, что-то нет. То есть вот основная информация, что идет мне, я и озвучиваю, что здесь у женщины сложилось такое чувство и отношение к мужчинам, что все козлы. Вот как-то так, да. И вот неудача за неудачей, неудача за неудачей. Вы как-то уже устали от этого всего, да. А хочется быть женой, а хочется быть императрицей, хочется быть женой, хочется иметь свою стабильность, хочется иметь свой дом, свой, знаете, свой очаг, да. Но вот вам мешают ваши страхи, да, хочется семьи, хочется любви, хочется отношений, хочется заботиться о ком-то, да, здесь, может быть, у вас есть уже ребенок, да, вот, поэтому как вы его узнаете все-таки? Ну, либо, знаете, вы увидитесь, еще один вариант, да, что вы можете увидеться по интернету, и у вас сложится такое впечатление, что как бы ну, не очень, да, позитивное впечатление о нем, что, может быть, он вас обманывает или еще что-то, да. Но вот здесь, как вы его узнаете,
он будет такой общительный, очень общительный, да, и какая-то даже чувство ревности у вас будет, даже пока даже вы еще не в паре, как говорится, да, но тем не менее у вас будет какое-то чувство недоверия, ревности, что такой мужчина не может быть таким, как сказать, слишком любвеобильный, да, но у него такой образ, сам по себе человек внутри очень мудрый, очень, знаете, человек, который знает много чего в своей жизни, даже несмотря на свой, может быть, юный возраст, не побоюсь этого слова, потому что здесь мужчина может быть моложе, да, даже если он не юн, в любом случае здесь мужчина очень мудрый, но эту мудрость он как-то не показывает, он не афиширует, да, он как-то вот в себе, знаете, все, у вас будет какое-то чувство ревности, но события будут происходить быстро. Я же говорю, от 3 до 5 месяцев вы его встретите, но потом события будут очень быстрые, и, скорее всего, вы переедете к нему, да, скорее всего, вы уедете, да, у вас будет отдых, наконец-то, заслуженный, вы выйдете из состояния страхов, потерь, да, и так далее. То есть у вас очень сильные такие негативные эмоции у вас в жизни происходят. Вот этот человек привнесет в вашу жизнь, на самом деле, знаете, такой энергию, живую энергию, да, вот хочется сказать, живая энергия наконец-то войдет в вашу жизнь с этим мужчиной. Не упустите его, потому что здесь мужчина особо не церемонится. В каком смысле? Он как бы целеустремленный, он добивается того, чего хочет, но он сделает шаг, два, три, но если не будет ответа, да, обратной связи, тогда он не будет долго стоять. Ну, смотрите, какому человеку, вот, да, допустим, вы кому-то, да, показываете свою эмпатию, да, свое, ну, вот как, свое чувства свои, да, а человек к вам ноль внимания и вообще не реагирует никак. Ну, вы что подумаете тоже? Тоже скажете, ну, значит, я неинтересен, значит, я, ну и ладно, да, неинтересно, так неинтересно, на тебе свет клином не сошелся. Вот такой же он. Здесь вы сходите, у вас, знаете, энергии очень похожи с ним. Очень похожи энергии в каком плане? Что вот до того состояния, когда вы себя подвесили, вот эти предательства, вот эти вот все, что в вашей жизни негативно происходило, вы тоже были такой же. Понимаете? И вот этот человек приходит в вашу жизнь для того, чтобы вернуть вас в то состояние, в котором вы должны находиться. В состоянии радости, в состоянии счастья, в состоянии гармонии, в состоянии успеха, удачи, правильного нахождения вообще в обществе, да, принятия себя. То есть здесь человек вас как будто бы, знаете, произведет с вами, как сказать, реанимацию, да, такую проведет над вашим состоянием и реанимирует, да, от прошлых тяжелых состояний, отношений, в которых вы были. То есть вот это чувство потерянности, чувство подвешенности у вас уйдет, и вы наконец-то, у вас солнце, да, выйдет за горизонты, и вы увидите, что с этим мужчиной вы увидите, что в жизни, оказывается, все не так плохо, и оказывается, не все мужчины козлы. Никогда не думайте, что все одинаковые. Сила подсознания, никогда не забывайте. Если вы будете думать, что все одинаковые, то все будут одинаковые. Поверьте, вы будете притягивать как раз-таки этих придурков, извините за выражение, да, то есть тех людей, о которых, как вы говорите, да, я не хочу говорить плохо на людей, но тем не менее, как женщины мы обычно, да, говорим, вот он мудак, козел, там, скотина и так далее, то есть вот мудаков, скотин и козлов вы будете притягивать. Если вы будете думать созидательно по отношению к этому человеку, то понятно, что вы будете притягивать правильного мужчину, а я хочу, чтобы вы действительно притягивали в свою жизнь правильного мужчину, и пусть этот мужчина для вас чтобы вы не упустили этот шанс, да, так сказать, чтобы вы не упустили, потому что я хочу очень вашего счастья, чтобы у вас все было хорошо в жизни, мои дорогие. Здесь мужчина идет для трансформации вас, для того, чтобы вытащить вас наконец-то из того болота, в котором вы застряли, и, возможно, вы уже думаете, что все, вы утонете, а руку никто не подаст. А нет, судьба вас не оставляет, судьба вас любит, и вся вселенная, все ангелы
за то, чтобы вас вытащить и, наконец, отправить вам правильного, нужного мужчину в вашу жизнь. Если вы были уже замужем, второй брак тоже по этой карте тоже скажу, что да, вы повторно снова выйдете замуж, моя дорогая. Спасибо вам большое, первый вариант. Благодарю вас. Очень хороший вариант. Итак, переходим ко второму. Итак, второй вариант. Оранжевая конфетка. Кто выбрал оранжевую конфетку? Давайте посмотрим вас. Будущий муж. Кто идет вам по судьбе? Какой он ваш будущий муж? Второй вариант. Ничего себе. Этот мужчина, сразу скажу, что может быть издалека. Этот мужчина может быть сейчас находится в состоянии какого-то семейного раздора. Либо у него сейчас происходит развод, либо он, да, вот какое-то, знаете, состояние развода. Переговоры в семье, да, разговоры в семье. У меня очень сильно голова заболела. У вашего мужчины, будущего мужа, да, сейчас на данный момент очень сильно болит голова. Сейчас он решает вопросы на данный момент, да, какое это его состояние, какое он. Сейчас он решает вопросы, свои личные вопросы семейного характера. Связаны они с его семьей, с его отношениями. То есть это непосредственно с его отношениями, которые сейчас касаются вот такое состояние. Вот снова видите, мир переворачивается. То есть какие-то проблемы у него сейчас в жизни происходят. Либо хочет уехать, либо от него кто-то уехал. Да, вот как-то вот такого рода. Хорошо. Какой он, ваш будущий муж? Каким человеком он будет? Кого дает вам вообще судьба? Я все-таки благодарю вас, карты, конечно, но я все-таки хочу, чтобы вот эти проблемы не касались моих дорогих двоечек, моих девочек, да, и все-таки скажите мне в общих чертах, какой человек будет для моих девочек будущий муж. Романтичный, кубковый вышел король. Издалека он 100% откуда-то. Он сексуально обаятельный, он такой сексуальный, он, знаете, он знает, что он красиво говорит. У него очень много тайн, кстати, в жизни вообще, в принципе, да. У него очень много тайн, он красиво очень говорит, он очень сексуальный, он очень любит секс, он прям вот страшно, да, любит секс, женщин любит. И, знаете, возможно, вот были... Почему-то карта показывает то, что было раньше. Вот видите, Иерофант, да? Иерофант. То есть это говорит о том, что вообще в характеристике у этого мужчины, конечно, эти черты никуда не денутся, они всегда будут с ним. Но на данный момент, испытывая какой-то разлад в своей жизни, да, человек осознает и понимает, что в жизни он много обижал женщин как-то, и сейчас он пытается, сейчас он не то что пытается, сейчас он переходит на другой уровень, да, вот так вот скажу. Кого еще вам судьба отправляет? Он очень устал от вот этих прыг-прыгов, да, как говорится. Он устал от постоянных гулянок, пьянок там и так далее, да, то есть... И сейчас он хочет постоянства, он стремится к этому. И, возможно, из-за того, что он поменял свои мышление, свой круг общения, да, и, наконец-то, взялся за голову, как говорится, без разницы, сколько бы лет не было этому мужчины, я знаю, что говорю, да, точнее, что вижу, то и говорю, из песни слов не выкинешь. То есть и поэтому из-за этой ситуации у него происходит разлад в семье. То есть, возможно, женщина, которая была рядом, тоже, да, такого характера, так сказать, которая легкая, да, была легкая очень, на подъем, там, на веселье и так далее. И сейчас мужчина понимает, что нет, так дальше продолжаться не может.
я хочу стабильности, я хочу обнулиться. И из связи с этим у человека происходят вот эти вот разлады. Но все-таки хочу докопаться, да, почему эту картину сейчас нам карты показывают, для чего? Ну для того, чтобы вы смотрите, такой момент. Когда вы встретите этого мужчину, да, вот когда вы встретите своего будущего мужа, он как раз-таки будет вот в этом состоянии. То есть это не то состояние, в котором он находится сейчас, да, как я ранее сказала, а это то состояние, в котором будет ваш будущий муж, когда вы встретитесь с ним. И у вас, знаете, может быть, вы как-то связаны будете с ним. Все-таки давайте, как вы познакомитесь? Как вы познакомитесь? Смотрите, либо вы юрист, да, либо вы адвокат, либо вы журналист. То есть вы как-то будете вот это, вот в этой каше тоже вариться с этим мужчиной. Либо же вы психолог, тоже может быть такое, да. То есть вы женщина, которая зарабатывает сама деньги и живет, то есть работает, либо как-то вот взаимодействует с с казенными домами, да. То есть что-то вот связано, будет связывать вас по... Вот его ситуацию вас будет связывать, как будто вот какая-то ваша работа. Либо вы кому-то будете помогать, либо вы ассистируете кого-то, да. То есть здесь такой момент, когда либо вы оказываетесь каким-то свидетелем чего-то. То есть эта встреча спонтанная. Она спонтанная, да, это происходит из-за какой-то борьбы между этими людьми, и вот вы как будто бы чисто случайно оказываетесь, как говорится, на назначенном месте, да, Господи, видите, у меня уже слова теряются, потому что у вас тоже будет такое состояние, когда вы будете хотеть говорить одно, а говорите вообще другое, а думаете вообще о третьем, да? И у вас такое состояние будет. То есть состояние немножко непонятное на самом деле мне, но тем не менее. Будут много тайн у него, да, на самом деле очень много тайн у этого человека, и вы когда даже голову будете ломать, да, но все-таки связано это как-то с какими-то, вот видите, снова пентакли, снова семерка пентаклей, то есть что-то будет связано с работами какими-то, да, вы будете... А вы знакомы с ним? Вы можете быть знакомы с ним заочно. Вы можете быть знакомы с ним заочно. В каком смысле? В том плане, что а, этот мужчина, вы знаете его, но не сильно хорошо вы знаете, и вы знаете этого мужчину через какую-то женщину. А через женщину, а, смотрите, здесь такая ситуация может быть, да, допустим, у вас есть подруга, у вашей подруги есть брат, вот у этого брата есть друг, у друга есть еще брат. Вот вы понимаете, да? То есть через кого-то вы как бы слышали об этом мужчине, да, и сейчас у него, ну вот тот момент, когда вы его встретите, мы сейчас посмотрим, когда вы встретите. Тот момент, когда вы его встретите, вы будете понимать, что о ком идет речь вообще, да, и вы вспомните ту вашу подругу, то есть вот через кого-то будут какие-то общения, вы даже будете копаться вот как-то в нем, да, искать какую-то информацию в интернете. Это человек из вашего прошлого, но я не скажу, что с этим человеком у вас были отношения. С этим человеком у вас не было отношений, но вы слышали про его бурные вот эти похождения, да, вы знаете много чего о нем, как-то либо вы узнаете с посредством массовой информации, да, через СМИ, соцсети, как-то вот так вот вы будете знать об этом человеке, то есть, да, здесь вы с ним заочно знакомы, но когда вы его встретите, такого красавца, когда вы его встретите-то? Точного ответа нет, когда вы его встретите.
Почему-то, знаете, мои дорогие, такое ощущение, как будто вы ради этого мужчины бросите своего мужчину, который у вас сейчас есть, с которым у вас все хорошо. Как будто вот вы полюбите беспамятно. Видите, у меня желтая свечка погасла, она вообще потерялась. Фитиль потерялся вообще. То есть как будто бы вы вот ради этого мужчины уйдете от своих прежних отношений. Вот так вот хочу сказать. Но вы его полюбите, и он вас тоже полюбит, понимаете? У вас какая-то такая страсть такая будет, да, в этих отношениях. Дорогие мои, не знаю, у всех разная ситуация, и никто не обречен, нельзя, да, как бы говорить, что никогда такого у меня не будет, потому что, ну, все мы когда-то говорим никогда, а потом делаем, да. Зарекаться не надо, короче. Ну, когда все-таки встретятся, мои дорогие? Ну, как судьба, да, сама судьба как-то закрутит, быстро все это произойдет. Это очень быстро произойдет. Вы встретите его вот в каком-то деле, да. Это он уже близко для вас. Но все-таки стоит ли, вот если у вас действительно, да, вот есть сейчас мужчина, стоит ли уходить к этому мужчине? Стоит ли вам уходить к этому мужчине? Почему нет? Конечно, да. Он же по судьбе вам солнце. Вот смотрите, даже если вы очень устали, в каких-то вы находитесь сейчас отношениях, да, но вы говорите, лучше такой, чем вообще никакой, не раздумывая, уходите, потому что карта Солнца — это прекрасная карта в колоде, самая хорошая, одна из самых хороших карт, потому что на самом деле с этим мужчиной у вас будут очень-очень хорошие отношения в жизни, да, какие-то тайны, которые у него есть, внутренние, да, вот эти боли, болячки, они выйдут наружу, и вы как-то будете, знаете, вообще по-другому у вас вся жизнь. То есть вот здесь очень сильно стереотипы будут играть роль. В каком смысле? Потому что здесь он же знаком с вами, да, через вот эту женщину, ваша подруга или кто-то там еще есть. И здесь вот ваше близко, ваше окружение будет вам говорить, что слушай там, да, Танюх, ты чё там, с ума сошла вообще? Ну, я это образно, да, утрирую. То есть ты знаешь вообще, какой он человек? Да он же, блин, сумасшедший, ненормальный, ой, господи, да, могут и так сказать, да. Он такой бабник, там, ловелас, еще что-то. А вот у вас очень сильно привязанность будет, очень сильная такая тяга к друг другу будет, да, магнитная. Я сразу скажу, что вот здесь как будто бы две половинки сойдутся, да, и как будто бы вот как пазл складывается, да, и как будто все пазлы сложатся, потому что этот мужчина будет вести себя абсолютно по-другому в вашей жизни с вами. Вот всегда запомните одну вещь, да, один человек может с одним человеком вести себя вот так, с другим по-другому, с третьим вообще по-другому, да. То есть здесь такой момент, что нельзя слушать людей, которые говорят что-то, да, а здесь нужно действительно слушать свое сердце, не слушать свой разум в этой ситуации, потому что он может сбивать вас, да, он маячит так и может сбивать. Здесь слушайте больше свое подсознание, свою душу, свое сердце. Этот мужчина вам по судьбе, этот мужчина принесет вам много хорошего в вашу жизнь, да. То есть человек, который изменит, можно сказать, вашу жизнь. Если вы находитесь сейчас уже в отношениях, даже не бойтесь о том, что уйти, понимаете? Он вытащит вас на состояние королева жезлов. То есть он сделает многое для вас, да? Он будет любить вас, он будет уважать. Потому что человек сейчас тоже пересматривает свою жизнь, пересматривает, то есть он уже хочет по-другому все сделать, да. Здесь мужчина будет очень сильно любить женщину, очень сильно. Любовь такая, знаете, такая, как правильная, да, любовь, то есть не созависимая, не вот это, как сейчас модно, да, говорит, не абьюзерство какое-то, да, а на самом деле здесь будет человек будет уважать свою женщину, человек понимает, что вот в жизни нельзя так обращаться с женщинами. И, наконец-то, вот это да, понимаете, у него
Короче, здесь вот две половинки сойдутся. Вот серьезно, две половинки сойдутся. Вообще не переживайте о том, что у вас там до было, да. И когда вы его встретите, вас притянет просто как магнит. У меня сейчас по спине вот прям вот так мурашки очень сильные пошли. Вас притянет как магнитом друг к другу. Потому что вы созданы, да, вот вся вселенная сделает так, чтобы вы наконец-то встретились, и чтобы у вас был успех, понимаете, туз пентаклей, чтобы вот это, то есть вот эту удачу, главное не потерять и не спугнуть, да, не смотрите на то, что у человека сейчас какие-то проблемы, а у кого их нет, да, потому что этот человек будет вот все ваши в дальнейшем, в будущем проблемы решать вот так на раз-два, да, то есть будет делать для вас много чего, он вообще перевернет всю вашу жизнь, можно сказать, то есть, как, знаете, на 360 градусов, да, как у вас было до и как стало после. И на самом деле, когда есть взаимоотношения, нельзя слушать многих людей, да, даже особенно близких, да, мам, там, родителей, сестер. Почему? Потому что чаще всего близкие люди, переживая, могут неправильно вас направлять, да, неправильно вас настраивать, а вы должны всегда слушать свое сердце, свои чувства, свою интуицию. И если вот прям вас тянет, да, значит, это не просто так. То есть здесь, значит, это имеет место быть. Поэтому здесь мужчина, который перевернет. Здесь будут много на него говорить, да, неприятное. Вот как я сначала посмотрела, что ой, какой-то такой, там, и так далее, ни одну юбку не пропускал. Но, блин, знаете, в жизни же всякое бывает, правильно? Ну, вы тоже вспомните себя, там, не знаю, родителей своих, да, какими они были, какие они сейчас, например. Ну, я имею в виду, вы не знали, какие они были, но вы, наверное, слышите, да, от своих близких, от мамы, там, еще от кого-то, когда рассказывают от друзей. Ну, то есть, понимаете, здесь человек сейчас, вот когда вас встретит, он готов поменяться, он готов просто все поменять в своей жизни, ради вас, ради того, что он не будет, знаете, бояться, да, бояться того, что вы там в отношениях или вы замужем. Это вообще для него не играет никакой роли. И даже вот многие могут сказать, да, вот у меня есть ребенок, я там разведена, еще что-то. Для этого мужчина абсолютно не имеет значения, в каком статусе вообще вы находитесь, понимаете? То есть здесь мужчина, который конкретно будет хотеть правильных отношений. И с вами лично этот мужчина создаст вот именно те отношения, которые должны как пазл сложиться. Вот такой вот второй вариант, тоже очень хороший. Благодарю вас, мои дорогие двоечки. Обязательно напишите, ставьте реакции, мне будет приятно. Любая ваша реакция, мои дорогие. И также, если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь. Третий вариант, мои хорошие. Такая вот конфетка. Красная или малиновая, розовая. Давайте смотреть вас. Сейчас, секундочку. Прошу прощения. В горле пересохло. Так, третий вариант. Малиновая конфетка. Ваш будущий муж. Давайте смотреть. Ох, сколько работает. Все, работаю. Как-то песня из фильма советского. Забыла слова. Ну ладно. Ваш будущий муж. Какое? Сразу скажу, что у мужчины были отношения в прошлом, был брак, венчание, может быть, да, даже у кого-то, если кто-то христианского эгрегора, никах, да, там, то есть были очень серьезные отношения. Ага. Сейчас этот мужчина общается со своей семьей, ну, в смысле, на тот момент, когда вы встретитесь, да, этот мужчина общается со своей семьей, любит, переживает, помогает своей жене. Сложные отношения были. Он разведенный? Да. У него сейчас нету брака, он готов к новым отношениям. А вы какая?
А вы такая, знаете, самостоятельная женщина. Вы сама себе хозяин, сама все зарабатываю, сама все делаю, да. То есть, ну да, вы, может быть, вообще не были никогда в браке по этому варианту. То есть вы больше зацикленность у вас идет на зарабатывание денег, на как-то вот, знаете, самореализацию. Даже сейчас вы находитесь на коне, да, то есть на тот момент, когда вы его встретите, этот мужчина будет в каком-то бракоразводном процессе, понимаете? Какой-то бракоразводный процесс, как будто бы. Но он общается со своими детьми, дети, может быть, да, вот я говорю, дети, да, он любит своих детей, но пришел конец, и кто виноват в этом? Но это бесконечно все длилось, понимаете? Это все бесконечно длилось, и видите, да? Это все настолько бесконечно все длилось и так сильно изнурило уже людей. Здесь уже не понять, кто виноват, кто не виноват. То есть здесь непонятно, да, уже мужчина или женщина приняли такое решение. Может быть, оба решили так, да. Но они хотели как бы спокойно этот вопрос решить, но как-то вот получается неспокойно. Сейчас на данный момент мужчина работает, потому что, во-первых, у него бракоразводный процесс, на это уходят тоже немалые средства. Может быть, он как-то вот они находятся в этих, как его, между странами, между городами как-то, да, потому что он очень сильно зациклен сейчас на финансах, во-первых. Во-вторых, он думает о том, чтобы создать другую семью. Этот мужчина очень семейный. Вот, может быть, кто-то сейчас мне напишет там, да, что нифига себе, там не успел развестись, а уже там думает о другой семье. Это неправильно. То есть здесь мужчина, который очень семейный. Вот есть мужчины, которые холостяки, да, по жизни, даже находясь в браке, они вот по жизни, по состоянию холостяка. Здесь у мужчины состояние семейного человека, да, здесь мужчина не может находиться вне семьи. Для него важно, чтобы в семье был, может быть, здесь как-то, вот знаете, восточный мужчина, да, может быть, восточный мужчина, может быть, да, без разницы. То есть здесь мужчина, который очень сильно привязан к семье, родился в которой и который сам создает. И вот этот момент, вот это состояние, в котором он сейчас находится, ну, на тот момент, когда с вами познакомится, это очень сильно его волнует, очень сильно его разбивает, да, вот так вот сказать. Но все-таки мне здесь больше кажется, что женщина инициатор расставания, и как-то, может быть, она забрала детей и уехала в то место, где она раньше, да, жила, например. Этот мужчина остался, и поэтому ему так сложно. Окей. Как вы его узнаете, как вы его встретите, где встретите, когда встретите, давайте посмотрим. Как вы его узнаете? Это кто? Вас познакомят. Здесь играет роль другой мужчина, еще один мужчина, который даже не один, а здесь вот какое-то сборище мужчин, да, так сказать. Как будто бы он сидит вот где-то, да, общается, разговаривает, очень сильно переживает об этом состоянии, которое у него сейчас в жизни вообще происходит. И вот мужики и говорят, да, что, слушай, вот через... Кто? Снова мужчина. Какой-то семейный мужчина, который... Смотрите, вот так скажу. Здесь есть мужчина среди вот его друзей, да, который с женой которого, может быть, вы дружите, да. Ну, как бы дружите, подружка ваша или сестра, может быть, ваша даже, да. То есть здесь, ну, женщина, она не старая, да, то есть может быть сестра либо подруга. То есть не мама там, не в возрасте, я имею в виду, прошу прощения за такое слово старая. Старой можно быть и в 20 лет, иметь душу, да, такую. Поэтому я очень извиняюсь за это выражение.
То есть здесь женщина не взрослая, то есть женщина может быть ваша ровесница, может быть вот близкая, да, вашему возрасту. То есть вот этот мужчина будет говорить, что, слушай, вот есть женщина про вас, да, а, ну такая, сама зарабатывает, сама, может быть, здесь у вас тоже это не первый брак, может быть, вы в разводе находитесь, и здесь скажет, да, что женщина сама всю лямку на себе тянет, очень семейная, очень порядочная, очень правильная. Может быть, тебе стоит познакомиться с ней, да, может быть, тебе стоит поговорить, и как-то покажут ему ваши фотографии. А, и знаете, такое ощущение, как будто вы сначала будете злиться, вам это будет не нравиться, как будто бы вы скажете, кто вообще разрешил. Я, ну, я вообще не собираюсь никуда замуж, да, у меня вот все хорошо, я свои пентакли зарабатываю, все нормально, все супер. То есть вот как-то так будет идти, да. И как же вы все-таки потом познакомитесь? Ну, у вас будет общение издалека, то есть оттуда, откуда-то, за горизонт, да, через моря. Но у человека будет очень сильная депрессия первое время, да, вы будете думать, что, ну, человек особо с вами-то не общаться не будет, ну, понятное дело, вот у него сейчас вот эта фигня в жизни творится, да, но тем не менее, он сильно вас как-то притянет своей энергией императора, да, вас как-то он сильно притянет. А как вы вообще встретитесь? Как вы встретитесь все-таки? Плохо человеку прям. Через сколько? Здесь вы оба будете думать, да, как встретиться, но здесь, знаете, как будто бы это событие может продлиться даже до 2 лет. Как-то вот так скажу. То есть это не быстрое, да, событие. В каком смысле? В том плане, что если действительно у вас вот так срезонирует, что этот мужчина оказывается издалека, да, то ему будет сложно в плане документов или виз или еще что-то, да, переехать, либо вот эти вот карантинные сейчас меры. То есть будет сложно человеку выбраться, но он вас отпускать не будет, да, он вас отпускать не будет, и как-то будет у вас, знаете, общение идти долго. До 2 лет, дорогие мои, до 2 лет это не означает 2 года, это означает до 2 лет. То есть это может решиться за 2 месяца, это может решиться за 2 дня, и также может решиться за 2 года, да, как говорится. Вот сколько бы я ни убегала от этой карты, она все равно выпала. У человека разбито, если вот понимаете, вот кроме того, что есть моменты запретов вот каких-то в плане документов, в плане приездов, да, и так далее, еще есть разбитое сердце, да, от которого никуда не деться. Но все-таки все-таки как вы встретитесь? Давайте все-таки докопаемся, как вы встретитесь. Он приедет к вам. Он приедет по-любому к вам, он решит вот эти все вопросы и к вам приедет. Хорошо, а как он выглядит? Давайте еще посмотрим. Что-то я не посмотрела, на втором варианте тоже не посмотрела. Хорошо, как он выглядит и как вы его узнаете? Ой, его не узнать несложно, потому что очень активный, очень активный. Он много работает. Для него семья это первое, да, вот я как уже говорила, еще раз скажу, что для него семья во главе стоит, во главе угла. Человек много зарабатывает, человек работает, человек стабильный. Возможно, вы по этому варианту даже, может быть, не будете работать, да, потому что не сколько бы он вам запрещать будет, а сколько вы сами не будете хотеть работать, потому что он сделает для вас все условия для того, чтобы вы не работали, а занимались своей самореализацией, любимым делом, каким-то хобби, да. То есть здесь мужчина не будет на вас давить, да, он спокойный, он не будет в плане того, что там давай, иди, встань, работай. Нет, здесь он мудрый, да, у него есть мудрость, у него есть такое правильное отношение, да, к женщине, что женщина это женщина, она должна созидать, она должна расти,
ее нужно обеспечивать, к женщине нужно обращаться как к ребенку и порой баловать, да. Здесь мужчина, когда к вам приедет, он не будет долго церемониться, он сразу предложит вам замуж выйти. То есть брак будет. Здесь не просто, да, там походили, повстречались, пожили. Нет, здесь мужчина, который вот конкретно, да, вот если и в первом браке у него, в первом, да, в первых отношениях у него тоже было брак, вот это венчание и так далее. Я же говорю, этот человек не может без семьи, он не может, ему сложно без семьи, очень тяжело, да, и поэтому человек будет хотеть, чтобы вы, вы знаете, как будто до звезды вас, да, вот, как звезду вас будет беречь, понимаете? Как будто на вас будет смотреть такими влюбленными глазами, знаете, как будто бы вот вы его темной жизни, его черной жизни освещаете, да, своим появлением, своим присутствием. Когда он к вам приедет, он не будет церемониться, он сразу же вас берет и сразу женится и сделает быстро. Это все будет происходить очень быстро. То есть мужчина здесь, который настроен конкретно на серьезные отношения, на брак, да. Хорошо, какая у него внешность? Покажите. Не показывает внешность. Но он симпатичный. Не скажу, что он страшный, он симпатичный, не полный, но что-то вот как-то, какая-то часть тела больше, да, как бы от остальной части тела. Может быть, немного есть животик, может быть, ягодицы или бедра широкие, да. Это редкость же для мужчины. Ну, обычно, как бы. То есть здесь он высокий, да, он выше среднего ростом. Как он выглядит еще? Он красивый, хочется сказать, и красивый, симпатичный, понимаете? Может быть, у него очень красивые губы. У него красивые губы, острый нос, да, вот как-то восточный почему-то мужчина идет. Острый нос, волосы. Он может быть, кстати, волосы могут быть русыми, темно-русыми, да. Также глаза тоже могут быть ближе к серому, вот что-то коричневое, серое, вот такого цвета, да. Волосы, знаете, волос немало, волосы как бы, как правильно, ну, как бы такая прическа у него, да, на голове, ну, волос немало у него, сразу скажу. Такая симпатичная прическа. Какой он еще? Покажите. Вот одевается он, я не скажу, что вау, да, но это как бы и не важно, ни вам, ни ему. К чему я это говорю? Просто есть моменты, когда женщины смотрят на то, как мужчина одет, да, такой весь этот. Нет, здесь он особо не парится, что вот нашел, то и надел, да, ну и пошел. То есть здесь мужчина такой, любит комфорт. Любит комфорты, любит вот эти, то есть свободную одежду, да, больше всего. Очень, очень порядочный человек. Вот знаете, есть какие-то женские качества, женские, прошу прощения, черты в лице, да, может быть, очень красивые глаза, как у девушек, да, вот есть же такие очень красивыми глазами, либо губы очень красивые, пухлые, не либо, а такие есть, да, то есть губы пухлые, вот щечки, ну, такое. Но при всем этом он мужскую свою харизму не теряет. То есть он сразу, да, скажет, что он мужчина. Да, ну вот, понимаете, это сложность в жизни у него, которая, да, есть, ему нужно преодолеть, и если вы будете рядом, он для вас сделает все, что вы захотите. Не упустите свой шанс, потому что мужчина идет хороший, да, со своими проблемами на данный момент, а кого их нет. Когда вас ваши друзья попытаются или ваши близкие познакомить, сразу не отнекивайтесь, да, сразу не ставьте крест, потому что мужчина идет к вам по судьбе. А судьба такая, знаете, тоже штука капризная, да, если вы отвернетесь, она скажет «до свидос» и все. Поэтому будьте аккуратнее и не обижайте свою вселенную и небесные силы за то, что они вам посылают такого работящего, порядочного мужчину.
Мужчина будет уважать и любить вас. Мужчина будет возвышать вас до ранга звезды, королевы жезлов. То есть он будет вас беречь как зеницу ока и ценить как, не знаю, алмаз, да, вот так. Потому что этот мужчина будет для своей женщины делать все, что у него, все, что в его руках, и немного больше. Вот такой вот. Как с вами проиграется, обязательно напишите, поделитесь своим мнением в комментариях. Мне будет очень приятно почитать. Мне важна любая ваша реакция. И вообще, да, в принципе, чтобы у нас был правильный взаимообмен энергиями. Итак, третий вариант. Как поставить? Сделаю. Так. Четвертый вариант, прошу прощения. Желтая конфетка. Четвертый вариант. Ваш будущий муж. Какой он? Ваш будущий муж. Какой он человек? Мне кажется, по этому варианту вы уже со своим будущим мужем знакомы, потому что здесь проигрывается, знаете, такой момент, когда люди уже говорят о создании семьи, когда люди уже думают о том, чтобы как они будут жить, где будут жить, вопросы жилья, недвижимости, вопросы то есть здесь какие-то компромиссы идут, да, то есть здесь как будто бы вы уже знакомы со своим молодым человеком. Знакомы ли вы с ним? Да, вы даже как-то обижаетесь на него, где-то у вас не сходится, где-то сходится общение, да, ваши планы. Но здесь вы как будто бы уже, вот-вот уже, ну как, не вот-вот, а как будто вы уже знакомы с этим человеком, как будто вы уже знаете друг друга. Мои дорогие, если с вами не проигрывается, здесь еще 3 варианта, это остальные есть. Посмотрите, пожалуйста, потому что здесь четко мне идет, как будто вы уже знакомы со своим будущим мужем. Прошу прощения. Но тем не менее, давайте посмотрим. Если вы с ним знакомы, то где вы с ним познакомились? Или как вы с ним познакомились? Ух, все летит. Происходило что-то, нечто, что-то с чем-то в вашей жизни, да, какой-то такой переполошный момент был, и как будто веселье какое-то было. Здесь может быть корпоратив, да, может быть, это ваш коллега, кстати, тоже, с которым вы сейчас общаетесь, да. То есть здесь было что-то такое, то есть где вы... Смотрите, ну давайте не будем зацикливаться на том, что вы знакомы или с ним нет, потому что все-таки разные люди смотрят, да. Если вы с ним не знакомы, то это может быть ваш коллега, с которым вы можете познакомиться на корпоративе, да. Буду 2 варианта здесь рассматривать для тех, кто уже знаком, и тех, кто еще не знаком. То есть, поэтому для тех, кто не знаком, вы как будто бы познакомитесь в каком-то коллективе. Когда будет какой-то праздник, быстро это произойдет. Это вот прям вот уже вот-вот. Ух. Понимаете, я же говорю, уже, может быть, вы знакомы с ним, да? Это уже не новый знакомый. Вы уже договариваетесь о том, что как свадьбу сделать, где сыграть, какую свадьбу сделать, а надо ли свадьбу, не надо ли, да, делать и так далее. А какой он человек, скажите мне, какой он человек? Человек с прошлым, имеет прошлое отношение, может быть, имеет ребенка. Человек, у которого была бурная молодость, так сказать. Прошу прощения, у человека, у которого была бурная жизнь, в плане того, что были отношения, были серьезные отношения в жизни, которые были очень тяжело, и они пришли к краху, да. То есть у человека сейчас зацикленность на другом, да. Человек наконец-то хочет выйти из состояния повешенного и выйти из состояния туза мечей. То есть здесь он хочет решить вопрос с вами. То есть здесь он хочет, чтобы наконец-то взять бразды, да, так сказать, правление своей жизни в свои руки.
как будто бы вот здесь за него все время решали, с кем жить, как дружить, с кем общаться, где работать и так далее. Какой он внешности? Какой он внешности? Ну, такой обычный мужчина, особых таких черт нет, в принципе. Ну, такой грубоватый немножко, да, черты лица грубоватые. В плане того, что он может быть, знаете, такие резкие черты быть лица, да, резкий такой нос, да, как бы угловатый такой. Может быть, лицо такое длинное, да, как бы подбородок такой тоже с этим, как его, узкое, да, так, узкий подбородок, ну, как бы вот узкий, да, не большой, не квадратный, то есть немножко такое, лицо такое тоже удлиненное, как будто, да. Он сам тоже, он, кстати, не маленького роста, он высокий может быть. Также может быть волос либо нет, либо очень мало, да, то есть короткая стрижка, сильно короткая стрижка, вот прям мужская. Очень много, может быть, худой, он худой может быть, да, худой и высокий, стройный такой мужчина, да. Ага, так. Для тех, кто еще не знает, как вы его узнаете? Давайте еще раскроем, как вы его узнаете. Ну, здесь как будто, вот я же говорю, переговоры какие-то, может быть, на работе, да, вот вы куда-то, здесь, кстати, у вас будет выбор, да. Если касательно вот работы, скорее всего, вы видная, да, девушка, сразу скажу, что вы очень красивая, да, вы очень красивая, видная, может быть, вы часто транслируете себя, да, где-то, то есть, может быть, вы где-то выступаете, либо вы, то есть, часто вас видят, да, люди, и здесь за вами не один мужчина, то есть, смотрит, да, не один мужчина вас хочет, так сказать, правильно. Вот, поэтому здесь будет у вас состояние выбора. Как же вы его узнаете? Ну, вот по чертам лица, которые я вам сказала, да, в принципе, и то, что будет очень красиво ухаживать. Он очень красиво умеет ухаживать, да, красиво ухаживать, знаете, он может находить подход к разным вашим настроениям. А вот как будто бы вы очень сильно привыкнете к нему, да, вы очень сильно привыкнете, и вам будет тяжело, когда там один день не напишет или не позвонит, то есть у вас будет состояние встать к нему самой, поехать, да, вот как-то так. То есть здесь немножко такой, да, вот момент. А еще, какой он вообще человек? Что еще можете сказать про него? Ну, хороший мужчина, на самом деле, хороший мужчина, с багажом, да, с опытом и знаний, и жизненным опытом. То есть здесь мужчина может быть старше вас, кстати, да, кстати, может быть старше здесь вас мужчина. Мужчина, опять-таки, да, выходит в его прошлое, может, он общается, он бы хотел общаться, но как будто ему не дают общаться со своим первой семьей, там женщина, да, как будто не дает общаться. Как-то так. И он в состоянии выбора будет, в состоянии зависимости какой-то будет, знаете. Может быть, он курит, этот мужчина, либо выпивает. Что он делает? Курит? Выпивает. Курит, скорее всего. Скорее всего, он курит много, да. Вот как вы его узнаете, он как паровоз может даже курить, да. Но эти отношения приведут вас к браку, и там у вас будут дети от любимого человека, любимые дети, да, вот желанный ребенок как будто у вас родится. Но я не скажу, вот если в третьем варианте здесь женщина не работает, да, мужчина, ну, как бы делает все условия для того, чтобы женщина не работала, здесь мужчина, наоборот, будет хотеть, чтобы вы помогали ему, как будто бы может быть, у вас какое-то дело свое будет, да, либо вот вы как коллеги останетесь такими коллегами и дальше будете работать, да. То есть здесь мужчина, как бы, знаете, у мужчины такие мысли, да, что мы должны вместе работать, вместе должны подниматься, то есть не один я работать должен, вот как-то так, да. Характер немножко рисковатый, он потом жалеет о том, что он говорит, он быстро может что-нибудь там сказать, да, а потом пожалеть об этом. Ну, вы прекрасная женщина, вы очень прекрасная, очень красивая. Я же говорю, здесь какая-то женщина, которая очень яркой внешности, да, очень красивая, очень привлекательная, вы к себе привлекаете. Ваш будущий муж, ну, он будет вам нравиться. Смотрите, несмотря на то, что у вас будет выбора много, да,
этот мужчина вам будет очень нравиться. Я же говорю, вам будет настолько больно и плохо, когда он там пропадет, а у него такая есть черта, не писать, там, не звонить. Здесь, знаете, вот здесь я рекомендовала бы вам, моя дорогая, да, если вы хотите быть с этим мужчиной, а мужчина, в принципе, неплохой, да, то я бы рекомендовала бы вам говорить такие слова, как «ты замечательный мужчина», да, м, ты достойный, да, ты умный, мне с тобой хорошо, ам, мне повезло, что я встретила тебя, а, и так далее. Вот такого рода, да, слова. Я благодарна тебе. Почему? Потому что здесь он окрыляется, и он будет делать то, что вы будете хотеть. Здесь нисколько это не является манипуляцией, а всего лишь рекомендация для вас, да. Когда вы будете такие приемы, да, техники делать и искренне в это верить, искренне верить в то, что этот мужчина действительно вам дан судьбой, что вам повезло с ним, вы поверьте, он будет делать намного больше, чем сейчас он делает для вас. Потому что здесь мужчина на самом деле как будто недолюбленный, да, вот в семье. Очень, может быть, он в очень строгой семье вырос, и очень-очень, то знаете, все время скрывал, да, и вот как будто ему постоянно не хватает этих слов, когда кто-нибудь бы говорил, что он молодец, что он умница, что он красив, что он император, понимаете, что он... А он на самом деле, вы понимаете, вот здесь тоже две половинки, да, император и императрица. То есть он действительно на многое способен, да, может быть, какой-то мебель тоже собирает, да, он сам, то есть он может вот это вот делать, да, какое-то плотничество. То есть здесь мужик рукастый такой, рукастый, да, и каждый раз, когда, вы знаете, когда вы говорите такие слова, вы делаете это в первую очередь для себя, да, всегда думайте прежде всего о себе. Вы делаете это для себя, для своего благополучия. То есть, когда вы говорите такие слова, мужчина будет делать для вас еще больше, понимаете? А когда вы радуетесь, вы даете правильную энергию для своего мужчины. То есть здесь происходит правильный взаимообмен энергиями. И тогда будет счастливая жизнь, дети будут радоваться, муж и жена радоваться, семья, поле и так далее. Да? То есть все будет радоваться и процветать, и радуга будет над вашей головой, то есть над вашей семьей. Вот такой вот получился четвертый вариант, мои дорогие. Считаю, что очень хороший тоже. Как у вас проиграется, все-таки, да, напишите, не забудьте. Срезонирует, не срезонирует. Напишите обязательно. Мне будет любая реакция важна. Подпишитесь, если вы не подписаны на мой канал, мои дорогие. Еще раз скажу, что, скорее всего, вы, наверное, по этому варианту знакомы с этим мужчиной. Вот такой вот получился четвертый. Благодарю вас, мои дорогие. 4 варианта. Спасибо вам еще раз. Я вас всех обнимаю. Обязательно подпишитесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. И, конечно же, ставьте свои реакции. Какие бы они ни были, они будут для меня важными. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.